Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я с вами буду обозревать Redmi K60. Насколько хорош этот смартфон, что он может, и по большому счету мы же прекрасно знаем, что эта штука будет в перспективе какой-нибудь там Poco. Он безумно по мне сейчас похож внешне на Poco X3 Pro, как кто-нибудь может быть помнит 2 года назад. Ультра крутой смартфон. Я буду его слегка сравнивать с Xiaomi 13. Почему? Потому что разница в стоимости 50%, а в каких-то моментах вот этот смарт, конкретно K60, выигрывает. Да, у него нет защиты от влаги, но это мелочи жизни. Почему? Потому что запускает он Genshin Impact за 13 секунд. Помимо этого, это чудо природы, в каком-то смысле инженерное чудо природы, имеет возможность в Apex поедать всего 19% заряда при одновременном стриминге на Твиче, и это круто. Не забудьте, кстати, подписаться на мой телеграм-канал взаимопомощи, скидок и телеграм-канал личный. Я туда много тестов вот этой штуки скинул. И самое главное, не стоит забывать, что вот это на 50% в прямом смысле дешевле, чем вот это. Это весомый аргумент в пользу смартфона с самого начала. Ну а теперь вход на два устройства. Это Redmi K60 и Xiaomi 13. Разумеется, вы сразу сейчас видите, откуда звук, откуда видео. И я бы хотел сразу сказать, что фронталка у Xiaomi 13 проигрывает подчастую. Вы сейчас увидите пример хотя бы по циферкам 1080p 30 fps против 1080p 60 fps. И не иметь 60 fps на фронталке, если у тебя 1080p, ну это уже не смешно. Если брать какие-то другие моменты, допустим, у Xiaomi 13, когда я сейчас вход писал до этого на Sony FX3, сейчас я пишу на эти два смартфона, Sony FX3 снимала в 1080p, они сейчас снимают в 4К 60 fps, так вот Xiaomi 13 по какой-то причине, неясной мне, сбросил 4К 60 fps на 720p. Вот сейчас я это все дело перезаписываю. Это не из разряда хорошо-плохо, это из разряда того, что всякие случаются дела. Если говорить о глюках прошивки, и iPhone у меня глючат, и все это дело привычное. Нужно следить за своими устройствами, особенно когда ты снимаешь. По поводу того, насколько хороши камеры, как они относительно разницы стоимости в 50% себя ведут, вы сейчас увидите еще фронталки, увидите основной чуть-чуть объект и все. Почему? Потому что логично, что человек, который планирует потратить на смартфон до 30 тысяч рублей, он не рассматривает вариант со смартфоном в 45. Но иногда нужно понимать, что в каких-то моментах смарт за 30, опять же 19% за час в Apex на Твиче, это очень круто. И то же самое, загрузка за 13 секунд того же Геншина, это прям год назад я бы не поверил. А это Redmi. Когда-то это будет какой-то Poco. Смотрим. Ну и вот она, магия электронов. В Redmi K60 в 1080p 60 fps. А в Redmi в Xiaomi 13 вы можете наблюдать 1080p 30 fps. Притом мало того, что я сейчас вижу, что фронталка чуть-чуть лагает. Позади меня фон у Xiaomi 13 вообще никакой. K60 пытается вывести фон примерно так же, как и iPhone 14 Pro Max, с которым я Xiaomi 13 сравнивал. И я вам скажу, что это очень странные дела, как минимум. То есть фронталка проигрывает подчистую, сравнивать ее смысла нет. И, разумеется, Xiaomi 13, я не знаю, за что такие деньги требуют. В плане фронталки точно. В плане того, за что он требует как смартфон, это логично, он чуть больше, чем компакт, но меньше, чем лопата. И здесь у нас 4К 60 fps, основная камера, что одного, что второго устройства. Вы можете примерно оценить сами, даже учитывая, что YouTube ухудшает картинку, мы помним, что ухудшает он ее все равно равномерно. Если у вас было что-то хорошо, супер плохо не станет. Разумеется, K60 проигрывает, разумеется, у него картинка при движении больше фризит, но я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что по основной камере, конечно, Xiaomi-то с 13 молодцы. Распаковка. Данный смартфон поставляется в плотной черной коробке, которая пришла целая. На ней есть краткая информация и название модели. От упаковки Pro версии она не отличается. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем сам смартфон, адаптер для питания на 67 Вт, скромно, но эффективно. Кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты, карту памяти сюда, разумеется,
разумеется, раззапихать нельзя. Последний — это обыкновенный силиконовый чехол. Габариты смартфона 162 на 75 на 8,9 мм и 11,5 мм вместе с блоком камер. Вес К60 204 грамма. В стоке нет русского языка, что для Xiaomi стандартно. Спасибо, хотя бы английский язык есть. Разумеется, есть сторонние программы, которые полностью вам переведут интерфейс, но, опять же, я не за то, чтобы использовать костыли. Либо учим английский, либо ждем глобалки. А глобалка это будет, скорее всего, у Poco F5. Но посмотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. С февраля буду разыгрывать уже Mi Band 7. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Нас там 86 тысяч человек. И с недавнего времени у меня есть еще текстовые обзоры. Там есть очень полезные таблицы с перечнем всех смартфонов, ТВС-наушников, часов. Подписывайтесь, смотрите таблицы и имейте возможность все это дело сравнить, разумеется, с ссылками на мои обзоры. Перейдем же к смарту. Полетели. В продаже есть 4 расцветки. Это черный, белый, зеленый и голубой. С тыльной части из эко-кожи. Дизайн устройства от младших моделей этой линейки отличается. Он более минималистичный. Ко всему, блок камер теперь выглядит слегка иначе, а также на тыльной крышке нет множества узоров, а только 2 полосы по бокам. Рамки пластмассовые, и с фронта экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Это круто и стандартно. К слову, защитная пленка более чем неплохая, заводская. В руке без чехла лежит удобно, как и с чехлом. Пользоваться одной рукой можно, но не всегда удобно, скользкий он. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что, конечно, фейл, но не удивительно. Далее есть микрофоны, 2 основных динамика и 1 разговорный. Звучание здесь, разумеется, стерео, оно мне понравилось. Dolby Atmos на борту, как и различные предустановки с кастомным эквалайзером, что очень удобно. Но по поводу звука я всегда говорю, либо ТВС-ки приличные, либо хорошая колонка всегда переплюнет, к сожалению, динамики смартфонов. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует, и это фейл. Официально о защите от влаги и пыли не заявили, но минимально однозначно здесь какая-то есть. Топить я его точно не буду, никаких гарантий они не дают. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с отличным разрешением 3200 на 1440 пикселей 2К. В настройках, разумеется, можно уменьшить разрешение. Матрица экрана абсолютно плоская, что, как по мне, удобнее для игр, чем водопад. Плотность пикселей 526 ppi с большим запасом. Экран поддерживает HDR10+, Dolby Vision и Z-Real Engine. Контрастность 5 миллионов к 1, широкая цветовая гамма DCI-P3, 12 бит на цвет. Пиковая яркость не космос, но тоже отличная. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, вглядываться не приходится. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а также есть авторежимы 60 Гц. Тач на 480 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. И они неплохие, но не соответствуют заявленным. Заявленные, скорее всего, в играх у них будут работать и то в каких-то, и то в отдельных режимах, но вы поняли. DC-диминг вшит, мерцание шима 1920 Гц, на 100% яркости шим 14%, на 60% также 14%, на 50% 6%, на минимальной 14%, на нуле 12%. В целом результат отличный, и глаза от экрана сильно уставать не будут. Автояркость корректная и хорошо подстраивается под освещение, так как установлен датчик освещенности на 360 градусов. Также есть датчик цветовой температуры, полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач на борту, экран, конечно же, берет все 10 пальцев одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро. Завести можно до 5 отпечатков, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. В OnePlus и Vivo, допустим, так не работает. Они предупреждают, что это один и тот же отпечаток. Распознавание лица срабатывает стабильно и даже под углом. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Ко всему, одно и то же лицо без проблем заводится также. Для Xiaomi это уже прям стандарт. Подбородок есть, как и рамки, но они минимальны, а подбородок слегка больше в толщину, чем боковые рамки. Экран меня порадовал, он яркий, с отличным разрешением, великолепной плотностью пикселей. Ко всему, цветопередача приятная и шим небольшой. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц. К слову, в K50 Gaming Edition тоже стоял такой же процессор. Графический процессор Adreno 730, система охлаждения имеет площадь 5000 мм квадратных, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8, 12 или 16 ГБ, хотя 16 в продаже я пока не видел. Виртуальное разрешение также на борту, но напоминаю, что данная функция никак не влияет на работу устройства, во всяком случае, по моим наблюдениям,
бета-тестом. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Но напомню, что места под microSD в слоте нет. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, поддержка 5G сетей, что не для всех нас актуально. Для 4G 7 и 20 бенда нет. В больших городах смартфон будет ловить сеть, а также в маленьких все зависит от оператора. Звучание при звонках отличное, микрофон и датчик приближения не подводил. Запись разговора, разумеется, есть в стоке и без уведомления о начале записи разговора. Но напоминаю, как только эта штука в ПОКа превратится и появится глобалка, запись разговора либо будет отсутствовать, либо она будет присутствовать только с уведомлением собеседника о начале записи. Вибромоторчик отличный, тактильно приятный. К флагманам не отнесу, но хорош. Bluetooth версии 5.3, NFC поддерживается и MirPay встает без проблем. Далее GPS-тест показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 5500 мАч. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 7 минут, что неплохо, так как тесты я проводил на 100% яркости, в максимальном разрешении и со 120 Гц обновления экрана. К60 поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, чего, как по мне, маловато, но не сказал бы, что прям критично. Беспроводная зарядка на борту берет до 30 Вт мощности, это прям хорошо. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до 26% за 10 минут, от 0 до 40% за 16 минут, от 0 до 60 за 23 минуты, от 0 до 90 за 39 минут, от 0 до сотки за 55 минут. Не сказал бы, что быстро, так как я ожидал, что он зарядится за 45 минут полностью. В Apex с одновременным стримингом на Твиче уходит, внимание, 19%, что чуть ли не лучший результат, который я видел. К слову, стрим сохранен у меня на лайв-канале. Кому интересно, как в полевых условиях показал себя данный смарт, что происходит с его фронталкой в Твиче, какие тесты я проводил, как у него работают микрофоны и что происходит, когда вы выгружаете это потом на YouTube, советую посмотреть, в описании доставлю ссылку. Вкратце, смартфон не фризил, картинка была довольно плавная, пинг не просаживался, в отличие от некоторых аппаратов BBK, играть было комфортно. Он не перегревался и яркость не понижал. Genshin Impact запускается, внимание, за 13 секунд. Это просто нереально быстро. В других играх смартфон показал себя также хорошо, так как он отлично оптимизирован. Он шустрый и мощный. Конечно, насколько долго хватит его в плане корректной его работы, это вопрос, так как некоторые смартфоны Xiaomi, которые у меня были долгое время на руках, после полугода работы стали ловить лаги, ошибки и подобное. Но будем надеяться, что у него все будет хорошо. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит не совсем с радужными показателями. Тесты я проводил на 100 потоках при 30 минутах, и в среднем он выдал 347, максимум 404 и минимум 149 гипсов. В Geekbench 5 в сингл-коре 1268, в мультикоре 3982. 3D Mark смартфон выдал слингшот и слингшот Extreme на максимум, Wildlife стресс-тест 8210, Wildlife 8154, Wildlife Extreme стресс-тест 2144 и Wildlife Extreme 2137. В Antutu он выдал 1 053 000 попугаев, Storage-тест показал хорошие 62 тысячи, но можно было бы и лучше. 30-минутный стресс-тест прошел, и результаты вы видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта скромные, 347 тысяч. Но напоминаю, синтетика очень часто не полностью отражает положение дел. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Цифровая, как и оптическая стабилизация на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту. На борту есть стандартные режимы и вспомогательные функции для фото и видеосъемки. К примеру, панорамная съемка, серийная съемка, HDR режим, Pro режим и так далее. Фронтальный сенсор Sony IMX596 на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS, что неплохо. Как по мне, камеры показали себя в целом хорошо. Конечно, основной сенсор имеет более детализированную картину, если сравнивать с Xiaomi 13, но фронталка лучше у K60, так как она имеет 60 FPS. Основной сенсор у K60 снимает с хорошей стабилизацией видео, но есть небольшие проблемы с автофокусом. А так, если не брать детальность, небольшое отличие по цветопередаче между Xiaomi 13 и K60 нету. На Redmi можно делать хорошие как и дневные, так и ночные фотографии, также селфи. Разумеется, встать сразу сделать хорошее фото не получится, так как есть проблемы со светом. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, основная камера K60, и я вам скажу, что Xiaomi 13, что K60, вот сейчас я снимаю с одной руки, очень сильно меня нервировал в плане датчика не приближения в этот раз, а датчика сканера отпечатков пальцев, который внедрен в экран. Хотя я завожу 5 пальцев одних и тех же, пробовал удалять, оставлять один.
Он иногда разблокируется Xiaomi 13 на второй раз, этот вообще может и на 5-й раз разблокироваться. Смотрим, как с основной камерой 4К 60 FPS X работает, X6 шумы, ну что делать. И в целом понятно, что картинка не суперсок, но он напоминаю, что вот сейчас, допустим, здесь дымка. И вот сейчас с двух рук фиксация, смотрим, если тремора не видите, у меня упор телефона, то все хорошо. А вот это уже удивительно. Здесь на фронталке 1080p 60 FPS, и я не считаю, что это худшая фронталка, которую я видел. Вот сейчас вы увидите, допустим, как при изменении условий, вот сейчас уже съемка ведется в месте, которое, в принципе, предназначено для съемки. Вот, допустим, я на себя навожу свет, и вроде бы для YouTube, да не вроде бы, а для YouTube 1080p 60 FPS по большому счету за глаза. Почему? Потому что, опять же, даже когда мы выгружаем в 4К, в 97 раз у меня сжимается, допустим, видео, и если предполагать, что вам необходима съемка какая-то, лица, допустим, то по большому счету этого будет вполне достаточно. Хотя всегда хочется, разумеется, 4К 60 FPS, есть с чего кропать, есть над чем подумать, но, как вы понимаете, даже 1080p 30 FPS и 60 FPS бывают разными. Разная детальность съемки и в целом вот так. Утро, фронталка, и вот так она будет снимать вас, если вы будете кататься на байке. И не потеряйте телефон. Так делать не надо. 4К 60 FPS, основная камера, съемка против солнца, движение. И мало что видно, в принципе, даже в очках. Камера кое-как, но справляется. 4К 60 FPS, перекресток. И вы слышите, как работает шумодав, потому что здесь довольно громко. Но если вы меня слышите, значит все хорошо. Картинка мне нравится. Хотя даже когда я двигаю, она кажется дерганой. Мне нравится детализация. И немного фронталки в тех же условиях. Тоже, если солнце, видите, не бьет прямо в камеру, то она довольно неплохо справляется. Много съемки у дороги, 4К 60 FPS. Съемка с одной руки. Сейчас как раз услышите, как все это дело даже записывает шумы. Почему? Потому что, как вы понимаете, рядом с дорогой довольно громко, плюс довольно сильный ветер. И съемка, разумеется, ведется практически против солнца. 4К 60 FPS, съемка из машины. И вот так вы сможете снимать, если будете куда-то ехать. Ну и немного фронталки, 1080p 60 FPS. Для влогов, блогов и всего остального, если юзать. Максимальное разрешение на ультраширик 1080p 30 FPS для съемки. А если снимать в движении, вы видите как. Если встать и плавненько вести, опять же, лучше стоять и не вести никуда ничего. Снимает так. Вижу, даже когда плавно, медленно веду, как картинка просто дергается люто. Может быть, это эффект, опять же, на смартфоне. Даже в супердорогих смартфонах бывает такая штука, что ты снимаешь, тебе кажется, что съемка плохая, скидываешь на компьютер, понимаешь, что все хорошо. Просто не успевает процессор обрабатывать и записывать, и одновременно выводить на экран. Ну а в HDR фронталка снимает максимум в 1080p 30 FPS. И тоже по мне очень даже неплохо. 4К 60 FPS, основная камера. И, разумеется, можно снимать и в 8К, но смысла от этого ноль. Разумеется, на YouTube я это дело не выложу, во-первых. Во-вторых, кстати, напишите, у кого есть 8К какие-нибудь телевизоры и кто реально потребляет контент в 8К. 4К-то 60 FPS не везде есть. Вот так готовят еду на улице. Ну и так вы сможете снимать при желании, если будете устраивать travel-блог. 1080p, 30 FPS, ультраширик. И да, у меня он тормозит прям люто. Надеюсь, у вас картинка норм. В HDR напоминаю, что только 4К 30 FPS. Я думаю, что уже вы тоже могли оценить. И в HDR можно делать X6 абсолютно бесполезная. Хотя, ну не такая она и мыльная. Пример 4К 60 FPS, заходите водичку снимать, будет выглядеть вот так, это раз. А два, я понял, чем все-таки напоминает мне этот смартфон. И что он напоминает? Он напоминает мне Poco X3 Pro внешне, к сожалению. Еще немного 4К 60 FPS, TC.
И вот так, если вы, допустим, будете travel-блогером, который рассказывает о том, где какие вещи, будет все дело отрабатывать. Интересно, автофокус. Раз, два, но это сложно было. 3, 4. Не особо плавно, но быстро. Прям вообще быстро. Разумеется, еще немного воды для ролика. И уже солнце начинает садиться. Поэтому основная камера не особо справляется. Все везде отражается. Видите, вокруг домов, между домов ничего не видно. И вот сейчас вы видите, как, если вы решите предметной съемкой заниматься, будет отрабатывать данный смартфон. Вообще цвета неплохо передает, я бы сказал. Но он перекручивает. Вот с яблоком оно не такое яркое. Супер челлендж 4К 60 FPS. Проход по рынку с плавным показом того, что продается. Абсолютно непонятно, как будет себя вести камера вот с этими неприятнейшими источниками освещения, жидкостями и, разумеется, с изменением условий обстановки. Я вижу здесь засвет, и, может быть, вы что-то и видите. И по большому счету выходим к одноцветному объекту. Но он не сливается, вроде неплохо. Вроде неплохо. То же самое фронтальная камера. И насколько хорошо или плохо справляется смарт, решать всегда вам. Но разрешение, конечно же, ни о чем на фронталке. С другой стороны, меня К60 радует еще не меньше, чем К50. Мне кажется, те, кто могут пользоваться китайскими смартфонами, они радуются не меньше, чем от Realme, от данных моделей. Напоминаю, там Q5, Q3 вообще были волшебными, учитывая стоимость и возможности Q5 Realme. А Redmi, в принципе, то же самое, что K50, что K60 за свои деньги дают фантастические возможности. 4К 60 FPS, немного концерта. Заодно слышите, как работают микро. И немного очень больших объектов. Вот так, если захотите себя на концерте снимать, будете выглядеть, лучше, моложе, наверное, плюс-минус по скинтону так. Немного ночной съемки в 4К 60 FPS в движении, но движение такое вялое, поэтому, в принципе, все можно рассмотреть, все можно оценить. Немного съемки фронталки, и, как вы видите, фронталка за счет того, что маленькое разрешение, передает малое количество, в принципе, каких-то особенностей лица, понятно, неприятных, но в целом, что скинтон лучше, чем у меня есть, что морщин меньше, чем у меня есть. Считайте, что здесь за счет даунскейла по разрешению это как фэшн-улучшалка. Вот так, наверное. Немного ночного пляжа и, к слову, все-таки сенсор, сканер отпечатков пальцев, который под экраном, меня здесь раздражает. Я не знаю, у кого он работает идеально, но у меня последние разы и Xiaomi 13, и 13 Pro, и это дело лютым образом глючит. Пытался и 5 одинаковых пальцев, и один отдельный, и все равно через раз. Ох, и неприятная здесь картинка для смартфона. 4К 60 FPS. Получается, снимаю я из тени. Много неона. Цвета абсолютно не соответствуют. Ну вот голубой еще да, а то, что там больше зеленый 90% и желтый, которого вы вообще не видите вообще. И здесь желтый уже виден. Вот так вот тренируются пара. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека. Ну и по мне выглядит это не особо дорого, а скорее дешево. Мне дизайн не зашел. Хотя я понимаю, что очень многим он понравится. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она более чем лояльна на Али. Напоминаю, что никаких таможенных сборов платить не надо. Напоминаю, что никаких проблем с оплатой то же самое нет. И напоминаю, что скорее всего это будет Poco F5. Опять же посмотрим. Почему? Потому что K60 Pro у меня тоже на руках. Через кого покупал я? Ссылку в описании я оставлю
на Telegram. Это не рекомендация, это моя обязанность. То есть я сказал человеку, что если я приобрету, я его вспомню. Я его вспомнил. Проблемы с доставкой были, но все решилось хорошо. Как вы видите, смартфон в обзоре. И это самое главное, за что ему отдельное спасибо. Резюмирую я, как всегда, на Redmi K60 Pro, потому что его мы обозреваем. Что это такое, с чем это едят? Если вы прямым текстом сможете приобрести себе данный смарт до 30 тысяч рублей, вы счастливчик, в ближайшие 2 месяца. Почему? Потому что если вы знаете английский язык, по большому счету у вас на руках появляется очень-очень крутое устройство, которое в перспективе, я уверен, будет допиливаться. Как много людей ходили с K50, это вопрос. Как легко будет ли продать китайский смартфон, даже если вы его переведете, тоже вопрос. Я говорю об использовании. Здесь есть гуглы, здесь есть все для того, чтобы иметь приятную возможность играть. Здесь супер высокая плотность пикселей, как многие мне пишут очень часто, что ты говоришь все время золотой стандарт 400 ppi, но W Quad HD Plus это все-таки выше 500 с лишним, под 500. И читать реально приятнее и комфортней. Я с вами согласен. То есть Redmi K60 для чтения будет более комфортный, чем Xiaomi 13. В принципе, я это озвучил. Если говорить о каких-то возможностях из разряда купи-продай, нет, это не вариант для перекупов, это вариант для себя. Смарт хороший, внешне мне безумно не понравился, выглядит как дешевка, если будете носить его без чехла, 1000 раз подумайте. Почему? Потому что крышка, конечно, не в красную. Хотя, с другой стороны, в оправдании ему, у них у 13-х Xiaomi то же самое. Ощущение, что ты какой-то смарт за 10 тысяч рублей носишь, он заляпывается моментально, и крышка выглядит невеликолепно. Ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, делать ли обзоры на китайские смартфоны с китайскими прошивками, потому что в перспективе мы все равно увидим это в глобалке у кого-то, у чего-то, скорее всего это будет какой-нибудь там Poco. На Redmi K60 Pro обзор тоже будет на канале в скором времени. На OnePlus 11, помимо на IQ Neo 7 и 7 Racing Edition. Это из того, что вот скоро. Все остальное, разумеется, буду приобретать, рассказывать. Кстати, Honor я тоже купил и расскажу 80 Pro, как многие просили, но это китайская версия. Глобалок пока я не видел. В принципе, девайсу кратко да. Пишите в комментах, что еще купить на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.